Добро пожаловать на канал Анна Камильфо. По вашим многочисленным просьбам я сняла детальный мастер-класс по декору кружки Шанель. Да-да, все верно, это настоящие духи, и красивые бутоны цветов распускаются из них, имитируя аромат. Эту идею я вынашивала очень долго. Сложность заключалась в том, чтобы слепить декор, закрыв флакончик, и при этом не запекать с духами. Но я нашла выход и готова поделиться с вами всеми секретами в этом мастер-классе. Сегодня вас ждет 30 минут качественного видео в нежных тонах, самым красивым и популярным декором. Мы разберем тонкости работы с флаконом, как его запечатать и как с ним работать при запекании. Научимся собирать цветы из 3 оттенков. Потом я покажу, как очень просто лепить листочки. Соберем всю композицию с флаконом и разберем детали, как все приклеить и что зачем идет. Оставайтесь до конца, вас ждет много красивых кадров и четких пояснений. На этот раз я буду лепить на нежно-розовой кружке фирмы Bronc. Основной материал глина бренда Fima Soft и Professional 3 оттенков – бордовый, розовый и белый. Мне понадобится молд для текстуры лепестков, маленький флакончик духов Шанель, тычинки для флористики, у меня они жемчужного цвета, совсем небольшой набор инструментов для лепки, лезвие и 2 силиконовые кисти, Fima Liquid жидкая глина. И на этот раз мне еще пригодится пистолет для силиконового клея. Завершает наш набор эпоксидный клей и влажная салфетка. В этот раз я начну не с разминания глины, а с флакончика. Прежде чем его использовать в работе, необходимо запечатать его горлышко во избежание проливания и испарения духов. Для этого я использую жидкий силикон. Он плотный и хорошо закроет горлышко, но в дальнейшем я еще вернусь к этому и закреплю все эпоксидным клеем. Пока он подсыхает, я начинаю работу с глиной. Так как я буду работать со светлой глиной, необходимо очистить руки от мелких ворсинок с помощью любого старого кусочка светлой глины. Как бы хорошо вы их не помыли, все равно останется невидимая пыль, которую соберет глина, и это испортит внешний вид изделия. После очистки рук я перехожу к смешиванию розового цвета. Цвет должен быть максимально похож на цвет кружки. Я на глаз добавила к белому розовый и бордовый и в процессе проверяю, что получается. У меня получился вот такой оттенок. Он холоднее, чем сама кружка, но помните, что при запекании глина имеет свойство теплеть в оттенке. Поэтому я оставлю его именно таким. Отрываю небольшой кусочек глины и как бы раздавливаю его на кружке, подготавливая основу для духов. По центру он должен быть максимально тонким и чуть толще к краям, так мы компенсируем изгиб кружки. Примеряю флакончик и вдавливаю его, чтобы глина плотно прилегала к его поверхности. Обрезаю лишнее вокруг флакона лезвием и убираю остатки глины. Совет: наоборот делать не стоит. Если вы сначала положите глину на флакон и потом его на кружку, вы не сможете снять его перед запеканием. Сглаживаю неровности силиконовой кистью. Разминаю остатки розовой глины и готовлю из них подложку под букет. Не стоит ее делать сильно тонко. У меня она примерно 3-4 мм. размещая сверху от флакона прямо под горлышко.
выравниваю ее поверхность и контур влажной салфеткой. Это не обязательно, я сделаю это для красоты. Отставлю в сторону кружечку и перейду для смешивания глины для цветочков. Для цветов понадобится 3 оттенка розового, от самого светлого к более темному. Сначала я смешаю базу для всех оттенков, светлый розовый цвет. Потом делю его на 3 неравные части. Первая самая маленькая, вторая средняя и третья самая большая. Из каждого кусочка катаю шарик и раскладываю от маленького к большему. Темного цвета понадобится больше, чем светлого. Теперь добавляю немного бордовой глины на второй шарик и чуть больше на третий. Так проще контролировать финальный цвет. Смешиваю их до однородной массы. Второй цвет готов. Он получился как раз на тон темнее первого. Теперь смешаем третий. Отлично, третий получился как надо. Когда они лежат в ряд, хорошо виден переход от светлого к темному. Перехожу к этапу создания цветов и бутонов. Начинаю со светлого. Растягиваю светлый цвет в небольшой ролл диаметром примерно 5-7 мм. Нарезаю лезвием средние кусочки. Теперь из каждого кусочка леплю плоскую капельку. У меня вышло 15 заготовок. Придаю текстуру каждому листочку с помощью молда. Вы можете использовать другие молды в зависимости от вашей идеи. Вот такие маленькие лепестки получились. Теперь я повторяю все то же самое с более темным цветом. Заготавливаю основу под лепестки в виде капелек. Они должны быть чуть больше по размеру предыдущих. Потом каждый зажимаю в молде. Итого у меня получилось 17 лепестков. Теперь очередь самого темного цвета. Лепестков этого оттенка понадобится больше всего.
нарезая кусочки еще больше по размеру, чем предыдущие. Набираюсь терпения и придаю каждому текстуру с помощью молда. Я подсчитала, сколько лепестков каждого цвета у меня ушло на работу в итоге. Конечно, каждая работа уникальна, но вы можете отталкиваться от этих цифр. Светлых мне понадобилось 9 штук, среднего оттенка 18 и темных 36. Теперь можно приступать к сбору цветов. Чтобы они получились объемными, я начинаю с крупной серединки. Создаю ее в форме капельки из самого светлого цвета. С помощью силиконовой кисти оставляю небольшие впадинки в форме креста. После придавливаю аккуратно пальцами, чтобы бутончик выглядел естественным. Вот теперь можно начать укутывать бутончик лепестками того же цвета. На первый ряд достаточно 3-4 лепестка. Вот так он примерно выглядит. Теперь второй ряд более темного розового цвета. Обращаю внимание, что у текстуры лепестков две стороны, и желательно их укладывать все одной стороной. Подбираю их по размеру и аккуратно прикрываю цветочек. Перехожу к третьему ряду из самого темного розового цвета. На него у меня ушло 6 лепестков. Вот такой градиентный цветочек получился. Мне понадобится 3 таких. Повторяю все то же самое еще раз. Цветы могут немного отличаться по количеству лепестков и своим размерам. В этом нет ничего страшного. Я считаю, что любая симметрия только красит работу.
Когда все 3 цветочка готовы, можно перейти к бутончикам. Начало как у сборки цветочка, только я ограничусь одним рядом лепестков, и на этот раз они будут самого темного оттенка. Закрываю его руками, как будто он совсем еще не распустился. Таких бутончиков мне понадобится 4 штучки. Обращаю ваше внимание, что необходимо отложить лепестки и серединку для небольшого цветочка. Мы его слепим в самом конце, чтобы закрыть горлышко от флакончика. Убираю цветочки на поднос, они готовы к запеканию, и перехожу к тычинкам. Я хочу собрать из них небольшие пучки, по 3 штуки. Для этого надо их сначала разрезать. Собираю по 3 тычинки вместе, подравниваю их и оборачиваю небольшим кусочком розовой глины, создавая как бы ножку. Ножка из глины должна быть примерно 1,5-2 см. Не переживайте за ее внешний вид, ее практически не будет видно. Собираю таких 5 пучков. Теперь сделаем по одной тычинке. Каждой тычинке тоже нужна ножка из глины, чтобы удобнее было потом собирать. В итоге я приготовила 5 штук с одной тычинкой и 5 штук с 3. Я сделала это с запасом, чтобы всего хватило и не пришлось потом отдельно допекать. Я убираю их на противень к цветочкам, чтобы не мешались на столе. Я решила добавить в композицию немного растительности. Чтобы сделать листочки, я добавила в белую глину немного зеленого цвета, и получился вот такой нежный фисташковый. Из небольшого кусочка я скатываю вытянутую капельку. Положив ее удобно на палец, я откатываю ее силиконовой кистью. После немного сужаю кончик пальцами, чтобы он получился более острым. Вот так просто, буквально 2 движениями можно сделать лепесток. Я сделала 10 листочков, они все отличаются по размерам и их больше, чем я использую. Небольшой запас всегда облегчает финальную сборку букета.
Обращаю ваше внимание, что я специально загибаю лепестки, чтобы придать им более полукруглую форму. Так будет удобнее использовать их в композиции. Переношу лепестки на противень и отправляю все вместе в духовку. Для точного контроля температуры я использую дополнительный термометр. Так как я леплю из глины бренда Фимософт, я запекаю при температуре 110 градусов в течение 30 минут, а вы проверьте свою инструкцию на глине. Декор запекся и остыл. Впереди самое интересное – сбор композиции. Но прежде чем собирать, я откусываю хвостики у тычинок, чтобы они не мешались. Так как цветы и тычинки уже запечены, необходимо добавить жидкую глину перед началом сборки. Она помогает хорошему сцеплению запеченной глины к незапеченной. Не жалея, наношу ее на всю поверхность. Сбор композиции я всегда начинаю с самых крупных элементов. Укладываю цветы вокруг крышечки флакончика. Хорошо придавливаю их. Теперь между ними добавляю бутончики. Заполняю оставшееся пространство между бутончиками и цветами тычинками. Начинаю с больших пучков, по 3 штуки. Там, где неудобно подлезть, я использую тонкогубцы. У меня так получилось, что между цветочками видно подложку, поэтому я вырезаю лишнее лезвием и закрываю это место штучной тычинкой. Так я прошлась по всем краям композиции. Теперь пришло время листиков. Примеряю их аккуратно вокруг цветов.
Вот такая нежная цветочная композиция получилась. Теперь я хочу добавить еще ленточки, чтобы придать ей воздушность. Я замешала более яркий розовый цвет. Откатываю ее на столе до равномерного тонкого ролла. Чтобы ленточка была ровной и без острых краев, я не вырезаю ее, а откатываю поперек еще силиконовой скалкой. Чтобы аккуратно подложить ленточку, проще снять временно крайний цветочек. Укладываю ее аккуратно, будто она легкая и так спадает сама. Но не забывая про то, что площадь соприкосновения должна быть с кружкой не маленькой, чтобы она хорошо держалась и работа прослужила долго. Обрезаю под углом лишнее лезвие. И теперь я смело возвращаю цветочек на место, не боясь придавливаю ленточку. Теперь повторяю это с другой стороны. Но тут я решила положить две ленточки. Лично я люблю асимметрию. Обрезаю кончики ленточек и возвращаю цветочек на место. Готово! Воздушный букетик собран. Осталось закрыть крышечку флакончика последним цветком, на который я заблаговременно оставила материал. Собираю небольшой цветочек из двух рядков, по тому же принципу, что и предыдущие. Отрезаю его ножку лезвием и примеряю на флакон. Нахожу ему самую удобную позицию и поправляю лепестки, чтобы им ничего не мешало. Теперь все готово к повторному запеку. Я снимаю цветочек и флакон и отправляю в духовку кружку и последний цветок, без духов. Духи не стоит запекать вместе с декором. Когда декор запекся и остыл, я перехожу к этапу приклейки декора и флакона на кружку. Как правильно приклеить декор к кружке, есть отдельное видео, ссылка на него в описании. Тут я лишь покажу последовательность действий, чтобы вам проще было повторить. Сначала я приклеиваю основной декор без духов. Даю клею хорошо застыть и перехожу к флакону. Я использую эпоксидный клей «Контакт». Тщательно смешиваю компоненты в равных пропорциях. Не забудьте обезжирить поверхность, которую будете клеить.
Наношу клей на всю заднюю поверхность духов достаточно толстым слоем. А также дополнительно промазываю эпоксидным клеем горлышко, которое запечатала силиконовым пистолетом, потому что силикон менее надежен, чем эпоксидный клей. Двойная защита не повредит. Чтобы декор хорошо держался, советую смазывать обе поверхности. Аккуратно кладу флакончик на место, я фиксирую его, чтобы не съехал, и жду, пока схватится клей. Осталось закрыть горлышко флакона цветком. Я обильно наношу клей на цветок и на горлышко. Помещаю цветочек на место и нахожу его в самую удачную позицию, даю хорошо просохнуть. Композиция готова. Флакон с цветами и лентами смотрится очень нежно и воздушно. Чтобы завершить ее, я добавляю капли росы. Для этого я использую тот же эпоксидный клей. Он отлично справляется с этой функцией. Ставлю небольшие капельки по цветам и бутонам. Опять же, делаю это несимметрично. Так они выглядят более естественно. Букет готов. Вот такая нежная вышла композиция. Не зря это всеми любимый декор. Духи игриво переливаются во флаконе, нежные бутоны распустились в росе, а ленточки развиваются будто на ветру. Такой декор можно выполнить в разных цветах с использованием разных флаконов. Посмотрите, как он совсем по-другому смотрится в желто-сером исполнении. Таких вариантов можно сделать очень много. Не бойтесь менять цвета и форму бутонов. Этот необычный ароматный декор порадует любую хозяйку. Скажу по опыту, дизайн Шанелью часто просят на повтор. Вы можете расширить идеи и придумать, как пополнять флакон, чтобы он выполнял не только декоративную функцию. Например, это могут быть аромамасла с приятным запахом для чаепития. Это лишь была идея, а как вы его воплотите, будет зависеть только от вас. Не бойтесь, экспериментируйте, у вас все получится. Если у вас остались вопросы или пожелания к видео, пишите комментарии, я буду рада обратной связи. С вами была Анна Камильфо, и до новых встреч на новых уроках.